Гульфем Хатун – одна из 4 самых известных наложниц султана Сулеймана Великолепного. Она родилась в 1497 году, но о ее происхождении ничего не известно. Турецкий историк Неджет Сакааглу пишет, что в одном из документов Сулеймана I о проведении воды в деревню Карахисар фигурирует имя Гульфем, и, возможно, ее семья была родом из этой деревни. Другие источники предполагают, что она была польского или сицилийского происхождения. В 1513 году она родила Сулейману сына Мурада, когда тот, еще будучи шахзаде, пребывал на посту губернатора Манисы. К тому времени у Сулеймана уже был один сын Махмуд, которого ему родила первая наложница Фюлане. Позже, в 1515 году, третья наложница Сулеймана Махидевран рожает ему третьего сына Мустафу. О том, как ладили в гареме Манисы между собой эти три женщины, матери 3 наследников, истории неизвестно. Известно только то, что Махидевран получала жалование 4 акче в день, а Фюлане и Гульфем получали 6 акче в день. В 1520 году Сулейман стал султаном и вместе с семьей перебрался в Стамбул. В историческом сериале «Великолепный век» нам показали, что гарем султана с самого начала его правления находился во дворце Топкапы. Но в действительности все было иначе. Гарем султана проживал в старом дворце, который находился на расстоянии 2 километра от дворца Топкапы. Между дворцами постоянно происходило движение слуг, евнухов и наложниц. Султан Сулейман часто оставался ночевать в старом дворце или наложниц привозили на ночь в дворец Топкапы. Если опираться на сохранившиеся изображения и письменные описания старого дворца, то можно с уверенностью сказать, что это была довольно большая территория почти квадратной формы, окруженная со всех сторон высокой каменной стеной. На этой территории, кроме основного здания дворца гарема, находились ряд особняков и вилл, административное здание, а также охотничий сад с дикими животными. Здесь проводились свадьбы родственников султана и церемонии обрезания юных шахзаде. Сразу после восхождения на престол у Сулеймана появляется 4-я наложница Хюррем, которой суждено было занять место главной женщины в сердце Сулеймана Великолепного. Через год от оспы умирает сын Гульфем Мурад вместе со своим старшим братом Махмудом. Гульфем, утратив единственного сына, потеряла возможность стать матерью будущего султана. Между Махидевран и Хюррем начинается жестокая борьба за сердце султана и будущее своих сыновей. Исходя из архивных документов, Гульфем выбрала сторону Хюррем и всячески ей помогала. Гульфем часто писала султану во время военных походов. Судя по неофициальному стилю ее писем, она пользовалась определенной степенью близости с султаном Сулейманом. В одном из писем она пишет: «Я сразу выпила присланный одеколон, вы бы видели, в каком я была состоянии. Вы сделали из меня полного шута». Так она описала султану неловкую ситуацию после того, как приняла присланный султаном иностранный одеколон за напиток. В другом письме она пишет султану, что Хюррем потратила все, что Сулейман выделил ей перед отъездом в Венгрию, за исключением 500 золотых монет. В 1541 году в Старом дворце произошел сильный пожар, в результате которого большая часть покоев стала непригодной для проживания. Гульфем вместе с другими наложницами и слугами переехали в дворец Топкапы. Хюррем впоследствии распустила весь гарем, но Гульфем осталась при султане. Скорее всего, между женщинами не было соперничества, они смогли примириться и ужиться на одной территории. Сохранились 4 письма Хюррем к султану, в которых она упоминает Гульфем, при этом Хюррем пишет о Гульфем как о равной себе. Также сохранилось письмо Гульфем к шахзаде Баязиду, сыну Хюррем и султана. В реестре расходов 1552 года указано, что Гульфем получала содержание в 150 акче в день. Это были немалые деньги, учитывая, что у нее после смерти сына не было больше детей от султана. После смерти Хюррем султан Сулейман какое-то время был безутешен, но оправился и опять начал приглашать в свои покои Гульфем. Думаю, страстных отношений там уже не было, так как обоим было уже за 60.
Но в историю вошли длинные вечера, которые они проводили вместе за душевными разговорами. В 1562 году Гульфем занималась строительством в Искударе благотворительного комплекса из школы, больницы и мечети и остро нуждалась в средствах. По какой-то причине она не стала просить деньги у султана, а начала брать взятки у наложниц за сводничество их с падишахом. Султан все узнал и упал в ярость, а так как он не отличался жалостью даже к собственным сыновьям, судьба Гульфем окончилась трагически. По приказу султана ее казнили, задушили шелковым шнурком. Позже, узнав причину, Сулейман сильно пожалел о своем решении и за свои средства достроил благотворительный комплекс. Гульфем похоронили в этом комплексе в усыпальнице при мечети. На ее надгробии она упоминается как Гульфем Хатун бинт Абдулла. Также на ее надгробии присутствует слово «шахиде» – «мученица». Гульфем прожила сложную горестную жизнь, но благодаря своему спокойному, рассудительному нраву сумела выжить в гареме. Ни с кем не ссорилась, была миролюбивой и мудрой женщиной. Сумела на протяжении всей своей жизни быть для султана верным другом и советчиком. На этом фоне ее казнь выглядит еще более ужасной и трагической. Но судьбе было угодно так, чтобы все сложилось именно подобным образом.